Довольно-таки продолжительное время езжу, путешествую. I've been in many countries in Europe Во многих странах в Европе я побывал, and many places in the United States, очень во многих местах в Штатах, and also in Singapore and Hong Kong and Korea. в Сингапуре, в Гонконге, в Корее. I was in South Africa for 3 weeks in March of this year. В Южной Африке я был 3 недели в марте этого года. So a lot of traveling. Очень много поездок. And one thing is true wherever I go. И одна вещь, куда бы я ни поехал, везде я замечаю одну и ту же вещь. There's always some kind of Dharma talk. Есть некая речь Дхармы. And no one sits here. Когда это речь, когда есть речь Дхармы, никто не садится на это место. It doesn't matter what country. Вне зависимости от того, в какой бы стране. Or what kind of culture. No one sits Вне here. зависимости от культуры. In Hong Kong, we gave a talk, a public talk. 300 people came. В Гонконге, когда была речь Дхармы, было около 300 человек. It was a big room with row after row of chairs. Большая комната такая, с кресла так стояли, ряд за рядом. And the whole room was full and people were standing in the back. Комната была полна народу, но все они стояли сзади. But the front row was empty. А первый ряд был пустой. It's very interesting to me. Для меня это очень интересно. It's interesting to me because many people come to meditation practice because they want more intimacy with their lives. Мне это интересно, потому что многие люди приходят заниматься медитацией, потому что они хотят больше, как сказать, интимности, больше близости в жизни. They want to become closer with human beings. Хотят быть ближе к людям. They want to learn how to love this world. Хотят научиться любить этот мир. But nobody actually wants to do it. Но никто не хочет это сделать. Палка рядом. Интервью. Yeah, maybe it's too close, you know. Но может быть, да, во время интервью слишком близко. I sometimes think, you know, there's a kind of fear that arises if you sit here. Думаю, что, наверное, когда кто садится, то некий такой страх возникает. Maybe some people think that if they sit here, other people will think they have a good opinion of themselves. Может быть, они думают, что если человек, который сюда садится, думает, что, наверное, другие о нем думают, что он очень высокого мнения. They would feel arrogant if they sat here. Будут чувствовать себя высокомерно. Other people, maybe they are afraid that the teacher would see how foolish they are. Возможно, боятся, что учитель обнаружит, насколько глупый я, если здесь сяду, например. So it's interesting. Next time you go to a talk, sit in this seat and see what it feels like. В следующий раз, когда вы придете на речь Дхармы, Like an experiment, just to see. попробуйте сесть на это место в качестве эксперимента. Maybe you'll learn something about yourself. Может быть, что-то о себе узнаете новое. Okay. Our guest of honor has arrived. Наш почетный гость. I was introduced last night, so I don't need to be introduced again. But Про себя как бы я уже рассказал прошлым вечером, вчера. Повторяться не буду. But this is my dear friend, Knud Rozенmайр Jidapopsanin. Это мой дорогой друг Кнуд Розенмайр Jidapopsanin. Knud lives in Vienna, Austria. Он живет в Вене, в Австрии. And he has been the primary person to sustain the Vienna Zen Center over many years. И он был одним из главных людей, который поддерживал центр Вены на протяжении многих лет. The Zen Center would not exist except for Knud's efforts. Если бы не его усилия, то дзен-центр, возможно, там бы не существовал. So as some of you know, he is a baby Jidapopsanin. Ну, возможно, вы знаете, что это такой как бы ребенок Jidapopsanin. He just got born about 2 months ago. Он как бы родился всего 2 месяца назад. So he's still in diapers. Он все еще в подгузниках.
I'm like a toddler, Jita Pupsanim. Мне нравится такой, тот, который ползает, Yeah, totally. the one who crawls. Yeah. Or walks around holding onto the walls. Младенец, который только начал ходить. And mostly I scream a lot. Ну, как бы, как такой младенец, я также много кричу. So this is actually Knud's Dharma talk. I'm just passing the time. Это в действительности речь Дхармы Кнуда, я просто как занимаю время. Thank you very much. I'm sorry to keep you waiting. Thank you, Barry, for the nice introduction. Спасибо, извините, что заставил немного ждать. Спасибо, Барри, за мое представление. So, I brought a story from my work. Я вам расскажу историю из своей работы. I told you before, I work in a children's language school. Я работал с детьми в школе. So actually that fits quite well with what you said, the baby Jita Pupsanim. So maybe... Это как бы сходится с тем, что Барри сказал, как вот ребенок Jita Pupsanim. Yeah. So one time a teacher, he came to me and said, hey Knud, do you know this storybook? Однажды ко мне пришел учитель и сказал: Кнуд, ты знаешь вот эту вот книжку с рассказами, с историями? So storybooks we use to teach the kids English. So he held it up and showed it to me like he would to the kids. И он, ну, это такая книжка с рассказами, это, мы ее используем для обучения английскому. Он подошел ко мне, как бы начал мне ее показывать, как ребенку, вот так вот тоже. So long time ago, there were many dragons. Очень давно там было очень много драконов. But there was one dragon that was a little different. Но один дракон немного отличался от всех. He, you know, dragons fly and breathe out fire. Драконы летают, как вы знаете, извергают пламя. But this dragon, he did not fly. He only walked from one place to the next place. Но этот дракон не летал, он так переходил из одного места в другое. So the other dragons were inquiring, were asking him, why do you not fly? It's a lot easier to fly. Другие драконы у него спрашивали, почему ты не летаешь? Намного легче ведь летать. But he said, I don't like my wings. Он сказал, мне крылья мои не нравятся. And then he met Marmonade, which is a princess. It's a children's story. И потом он встретил принцессу. And they became good friends. Yeah. Подружились они очень хорошо. So she also said, I want to go this place, I want to go that place. And then she just sat on the back of the dragon, and the dragon trotted this way and that way. Она ему сказала, что я бы хотела там разные места посетить, и он карабкалась к нему на спину, но он просто пошел из одного места в другое. So Marmonade was worried and thought, why is he not flying? Принцесса это обеспокоилась и подумала, почему он не летает. So she asked him, why don't you fly? И спросила его, почему ты не летишь, почему ты не летаешь? And he said, I don't like my wings, you know, I don't want to look at them. А он ответил, мне не нравятся мои крылья, я не хочу даже смотреть на них. And then Marmonade said, well, please, just try, let's just try, it won't be so bad. Но она его уговаривала, просто попробуй, потому что ну, это будет хорошо. And then in the next page, you could see Marmonade flying with the little dragon, and the dragon had like big wings and all full of glitter and jewels. На следующей картинке, на следующей странице была картинка, на которой была принцесса, дракон с такими распростертыми крыльями, и все крылья у него были усеяны драгоценностями. So that page is like an eye candy, you know. Even all the kids would, the teacher told me, all the kids would say, wow. Это, ну, эта картинка была как такая конфетка какая-то. То есть учитель мне сказал, что все дети как бы, ну так, ее увидят как бы с таким восклицанием, как бы, вау. Yeah, even the boys would say, not so bad. Даже мальчики скажут, да, что в принципе неплохая картинка. So when I first heard this story, I thought, this is about the same that we are doing here.
Когда я первый раз эту историю прочитал, то подумал, что это примерно то же самое, что мы здесь, чем мы здесь занимаемся. We're looking and let go. Мы смотрим и затем Really watching and listening and let go. мы смотрим и отпускаем, наблюдаем, слушаем и отпускаем. Yeah. Before I was always thinking what we do is we just practice let go, let go, let go, let go. But in order to let go, you first need to look really 100%. Сначала я думал, что наше поучение это как бы отпускаем, все отпускаем, отпускаем, отпускаем. Но потом я осознал, что сначала нужно как бы увидеть это, а потом уже отпускать. In a way, looking really is letting go. И каким-то образом просто смотреть на что-то, это уже значит отпускать это. Yeah. So when there is real looking, real listening, then that means returning to this point. И подлинное как бы слушание, подлинное видение, смотрение, оно в действительности означает вот эту точку. This point Вот эта точка, этот момент has no name, no form. не имеет ни названия, ни формы, But we give it many names, many forms. но мы придаем ему много смысла, много значения. Also you can call it, what is this? Вы можете назвать, мы можем это назвать, что это. But really, if you want to see, you also have to really be it, really become one. Но если вы хотите что-то увидеть, понять, то вам нужно одновременно и стать этим, то есть слиться как бы с этим. If you want to see your wings, then you have to become, really be the wings. Если вы хотите увидеть свои крылья, то вам нужно стать своими крыльями. In our school also we have a name for this. It's called just do it. В нашей школе есть для этого специальный термин, который звучит как «просто делай». So when you do something, then just do it. Когда вы делаете что-то, то просто делайте. When you're driving the car, then just drive the car. Когда ведете машину за рулем, то просто ведите машину. When you're with your friends, then just be with your friends. Когда вы с друзьями, то просто будьте с друзьями. When you listen, just listen, like it would be the first time. Когда вы слушаете, то просто слушайте, как будто вы вот слушаете в первый раз. Many times we have problems with this just do it. Some kind of hesitation appears. Иногда у нас бывает много проблем с этим, просто делать. Некие такие колебания, размышления. So also in the interview room, like you feel like there is something, like it, and there might be just a small thought, but it goes so fast. Иногда в комнате для интервью тоже бывают такие сомнения, какая-то проскакивает небольшая мысль, вроде бы верно, но она так очень быстро ускользает. And then if it's in the interview room, it definitely will appear also in daily life. Maybe your boss will say, do this presentation really quick. Но если она появляется в комнате для интервью, то и в обычной жизни тоже она проявится. Может быть, в какой-то повседневной работе, когда вам босс говорит, ты вот должен сделать эту презентацию. So sometimes really we don't want to just do it. There is some kind of hesitation. Иногда мы просто не хотим просто делать это. Есть некие такие колебания у нас, сомнения относительно делания. Can that be seen really, like the whole thing of it? Can that be seen? Можно ли это видеть? Не можете видеть. Мы можем это увидеть как целую вещь. Without judging, without making good or bad. Без осуждения, без деления там на хорошее, плохое. Yeah. There is the Huyen Sutra says the whole world is created by our minds alone. Сутра, which one? Huyen, Avatamsaka Sutra. Аватам Сука, извините.
Она говорит о том, что... And so if that's true, Can you repeat, please? the Huayem Sutra says the whole world is made by our minds alone. Сутра говорит о том, что целый мир, он создается нашим умом. So if that's true, then we should really start looking at our mind. Если это действительно правда, то нам стоит начать обращать внимание на наш ум. Looking at every corner. Каждый закоулок, так сказать. Not excluding anything. Ничего не исключая. You know, sometimes it might be not so easy, and you might want to run away. Иногда это может быть нелегко, и хочется избежать этой ситуации. But then again, try and really look at the whole thing. Но тем не менее пытайтесь воспринять всю ситуацию целиком, всю вещь целиком. Yeah. Actually, I don't really agree with this colorful wings, you know, of the dragon. Ну и что касается меня, то я в действительности не согласен вот с такой ситуацией, эти красивые крылья, которые видел на картинке. Because many times these are not colorful, they're dark and horrifying. Потому что очень часто эти крылья, они не такие как бы красивые, красочные, а наоборот такие темные, есть в них что-то пугающее. They scare. То есть они нас как бы пугают немножко. But if you have the courage to really watch them, Но если у вас есть такое мужество, действительно вот смотреть на них, наблюдать, really look at them, в действительности вот так смотреть, see them and be them, видеть их и быть ими, then these wings will certainly make you fly. то эти крылья наверняка позволят вам лететь. Thank you. Thank you, Knud. Спасибо. This is the time in the Dharma talk when you can ask any kind of question you might have. Но сейчас наступает время в Речь Дхармы, когда вы можете задать любой вопрос. You can ask about Zen practice, you can ask about Buddhism, you can ask about your daily life. Можно о дзен-практике, о буддизме или... I have a question, just simple one. На чем концентрироваться? What should I concentrate on? Потому что я слышал, ну и сам пробовал некоторые варианты. Например, I've heard and tried different options. пытаться, ну как бы, не мыслить, да? Мой пол просто это пол. I tried not to think when looking at the floor. Пытаюсь там концентрироваться, вот там, на сантиметрах ниже пупка. I tried to concentrate on this point below the navel. Или когда вот пальцы сложены на больших пальцах, то прикосновение. Or if I hold hands like that, I try to concentrate on this point, fingers touching each Много other. вариантов, а как бы на чем концентрироваться, один вопрос. There are different options, but my question is, what should I concentrate on? What are you doing now? Что ты делаешь сейчас? Пытаюсь выразить свою мысль. I'm trying to express my thought. Yeah, we're talking together. Yeah? То есть мы разговариваем, да? Concentrate on that. Концентрируйся на этом. That means stay connected. Это означает, будь как бы здесь, да? Look each other in the eye. Смотреть друг другу в глаза. Pay attention to your breath. Обращать внимание на свое дыхание. And be alive in this moment. И будь живым в этот момент. Zen practice is an interesting practice because it doesn't give us anything to hold on to. Дзен-практика замечательна тем, что она не дает нам ничего, за что мы можем зацепиться. So it's not a concentration practice. Это не практика концентрации. It's what's up right now, what's happening right now. Что происходит прямо сейчас? How is my life in this moment? В чем моя жизнь в этот данный момент? Who am I in this moment? Кто я в этот данный момент? If you pay attention, you will see it's always changing, always changing. Если вы будете обращать внимание, то как бы увидите, что все меняется постоянно в каждый момент. Because it's always changing, there's nothing you can hold on to. И так как все меняется, то вам просто не за что держаться.
So sometimes people come to Zen practice thinking that if they practice in the correct way, they will achieve a certain kind of mind, a certain state of mind. Некоторые люди приходят в дзен-центр с таким как бы ожиданием, что если они будут практиковать, то они достигнут некого состояния ума. Maybe a mind that has no thinking. Может быть такого состояния ума, когда нет мышления. Or no emotions and feelings. Нет эмоций, ощущений, чувств. There are actually meditation techniques that can do that for short periods of time. И есть такие техники медитации, которые могут позволить этого достичь на короткий период времени. But those techniques are not very useful if you're driving in your car or you're arguing with your partner. Но эти техники не помогут вам, если, например, вы едете в машине или спорите со своей подругой или другом. If you're driving in your car and you have a very concentrated state of mind, you will go through a red light. Если вы едете в машине и у вас очень такой сконцентрированный ум, то вы можете проехать на красный свет. If you're arguing with your partner and you don't have any feeling, any emotion, they will know. А если вы ругаетесь там со своим партнером и у вас нет никаких чувств или эмоций, ну, они это увидят. And they will think they are talking with a rock. Он или она подумает, что разговаривает со скалой, с камнем. Those states of mind actually, although you can achieve them for short periods of time, they don't help us in our lives. Такие состояния ума, которые можно достичь на период, на короткий промежуток времени, они в действительности нам не очень помогают. What helps in our lives is keeping a kind of question about this moment. Что действительно помогает в жизни, это удержание такого некого вопроса в конкретном моменте, в данный момент. So Zen practice is really about being curious. И практика дзен это в действительности быть любопытным, любопытством. Curious about this moment. Любопытствовать о текущем моменте. Which is always changing. Который всегда меняется. Every breath is new. Каждый вдох новый. Every emotion and feeling and thought and sensation is new. Каждая эмоция, каждое чувство, каждое ощущение возникающее новое. So our work as Zen practitioners is to be curious about this ongoing flow of our life. И работа практикующего дзен – это быть любопытным в этом нескончаемом потоке, который проходит в нашей жизни. These are the wings that Knуд talked about. Это, по моему мнению, крылья, о которых говорил Кнуд. This is what we can investigate. Это то, что мы можем исследовать. So there are techniques that we use in Zen meditation. Есть техники, которые мы используем в медитации дзен. Some people count their breath. Некоторые считают свое дыхание. Some people repeat a mantra. Некоторые люди повторяют мантру. Some people try to keep a very clear mind. Некоторые пытаются удержать такой очень ясный ум. Other people have a great question that they keep. Другие удерживают большой вопрос, великий вопрос. If you've ever tried any of these techniques, you know that they are impossible. Если вы когда-либо пытались использовать какую-либо из этих техник, вы знаете, что это невозможно. So, counting your breath, what could be more simple? Казалось бы, что может быть проще, чем подсчет дыхания? You breathe in 1. Вдыхаете 1. Breathe out 2. Выдыхаете 2. Breathe in 3. Вдыхаете 3. I wonder what my daughter's doing. Думаю, чем моя дочь занимается. It was so nice to see her last month. Хорошо было, что в прошлом месяце мы с ней встретились. You know, I wonder if she has a new girlfriend. Может быть, у нее подруга новая. Now, after I leave Russia, I'm going to. Where am I going? Oh, yeah, I'm going to Vienna. Из России куда дальше еду? Я еду уже в Вену. I'll see Knуд there. Я увижу Кнуда там. It's really wonderful that Knуд is here. Хорошо, что Кнуд там будет. 1, 2. You know, I remember when Knуд and I were in Vienna last year, we went out for that coffee and that ice cream. That was the best ice cream. В прошлый раз, когда я был в Вене, мы с Кнудом ходили в кафе, там было мороженое, очень вкусное мороженое. That is called practice. Это называется практика. And everyone who's tried it knows what I'm talking about. Все, кто пытались, пробовали, они понимают, о чем я говорю. Practice means
simply to try. Практика означает просто пытаться, стараться. It's not about getting a certain state of mind. Не означает достичь какого-то состояния ума. Even if you get it, it's going to disappear very quickly. Даже если вы его достигнете, оно очень быстро исчезнет. So I encourage all of us to give up on that idea. Я всех призываю как бы отбросить эту идею. And just be curious. И просто быть таким любопытным. You know, more and more as I get older, I think that curiosity is the most important quality in a human being. Чем старше я становлюсь, то я понимаю все больше и больше, что любопытство – это, наверное, одна из таких главных черт людей. We can't have compassion without curiosity. Не может быть сострадания без любопытства. We can't have love without curiosity. Не может любви быть без любопытства. You know, some of us here have actually been in a relationship, right? Most of us probably have been in some kind of relationship. У многих из нас были какие-либо отношения. And if the relationship has lasted for a while, the romantic phase of the relationship has disappeared. И если отношения, ну, имеется в виду там с противоположным полом, продолжались там какое-то время, то через некоторое время после начала такие романтические отношения исчезают. Most of you know these feelings the first 6 weeks, the first 6 months. Вы знаете, наверное, вам знакомо это чувство первые там 6 недель или первые полгода. And they're wonderful, but they tend to disappear. Прекрасно, но как бы, со временем это исчезает. And you settle into a kind of emotional routine with your partner. И потом уже со своим партнером вы как бы переходите на такую стадию эмоциональной рутины. And then maybe after 2 years you think, you know, I don't really love this person anymore. Может быть, там после 2 лет вы думаете, ну уже я, по-моему, не люблю этого человека. And some people end the relationship at that point. У многих, да, бывает такая точка в отношениях. Maybe sooner, maybe later, but you know. Рано, позже или раньше, но бывает. But the relationships that last begin to develop something else besides these romantic feelings. А в отношениях, которые длятся, продолжаются, в них появляется нечто другое, кроме вот романтического. Partners develop a kind of curiosity about each other. Партнеры развивают некое любопытство по отношению друг к другу. It's actually very simple. How was your day, darling? На самом деле очень просто. Как, дорогая, там, твой день прошел? How are you feeling now? Как ты себя чувствуешь сейчас? Love dies when curiosity dies. Любовь умирает, когда любопытство умирает. When we stop being curious about our partners, when we stop being curious about the world around us. Когда мы перестаем быть любопытными о нашем партнере или о мире вокруг нас. So in a profound way, the work of practice is the work of keeping curiosity alive. Глубокий путь практики – это поддерживать это любопытство живым So постоянно. that we can love this world. Так, чтобы мы могли любить этот мир. And of course, this world needs our love, desperately needs our love. И, конечно же, этому миру нужна наша любовь. It needs our compassion, Ему нужно наше сострадание and it needs our wisdom. и наша мудрость. Wisdom, compassion, and love are not states of mind. Мудрость, сострадание и любовь – это не состояние ума. They do not depend on our feelings. Они не зависят от наших Our чувств. feelings are always changing. Наши чувства, они постоянно меняются. You can be in a really bad mood and be compassionate. Вы можете быть в очень плохом настроении, но вы можете быть сострадательным. You can be in a bad mood and love your partner. Вы можете быть в плохом настроении, но любить своего партнера. So our job is to retain this curiosity and build on this curiosity. Наша работа – достичь этого любопытства и на нем уже делать построение. If you ever have a chance to go out for a walk with a 3-year-old, you'll know what I'm talking about. 3-year-olds have Если wonderful curiosity. когда-нибудь вы гуляли с маленькими детьми, там 3-летними, то примерно представляете, что означает любопытство. In fact, you'll probably get frustrated because they want to stop and look at every leaf and every blade of grass. Вас, может быть, даже это так расстраивало, да, потому что они хотят остановиться
возле каждого листочка, возле каждого стебелька травы все это подробно рассмотреть. And then naturally over time we human beings lose that kind of curiosity. А постепенно со временем мы, люди, теряем это качество. So practice is about coming back to that 3-year-old state of mind. То есть практика – это некое такое возвращение к состоянию ума 3-летнего. Another question? Еще вопрос? Sure. So, можно по-английски? So, Knud Rozenmaier, the person name, told that somehow the winds sometimes become, not become, but are revealed like very scary and very dreadful and very dark. Кнуд говорил о том, что крылья, они проявились как такие пугающие, да, вселяющие такой ужас, да, темные такие. So when being in this moment is actually giving birth to the thought, well, I die right now, I will die right now. Dare? Die right now. That being in the moment is like death. Mm. So for me, you know, it comes by itself, and it's very, very scareful. So. А быть как бы в этом моменте для меня означает, ну, как бы подобно умереть, да? Да. Для меня это тоже как бы пугающе. So sometimes it's like it is, and it's like a psychotic episode. Ну, как бы такой психопатический эпизод. So just your consciousness breaks in parts. Как сознание разделяется на 2 части. So how should one overcome that fear of death, being in the moment when your eye dies? Как человеку преодолеть этот боязнь этого момента, когда он боится того, что его я умрет? Do you have that fear right now? У тебя это чувство прямо No, сейчас? actually I overcame it. Нет, You overcame it? я уже преодолел. Oh, congratulations. Поздравляю. So why ask a question? Зачем так? Почему тогда этот вопрос задают? Because I think it's for some people it's a very actual question. Потому что я думаю, для некоторых людей это такой насущный вопрос. Anyone here afraid of dying besides me? Кто-нибудь боится здесь умереть, кроме меня? Oh, a couple of people. Most of you, no problem. Несколько человек, для большинства нет. Yeah. Most people are afraid of dying, especially as you get older. Многие люди, да, боятся смерти, особенно когда они взрослеют. That's a normal thing for human beings. Это нормально для людей. We don't get to keep this body. Zen Master Sun San, our founding teacher, he always referred to this body as a rental car. Мы не удержим это тело. Дзен-мастер Сун Сан всегда говорил про тело как о машине, взятой в аренду. When you're born, you get a nice new car. Когда человек рождается, у него новая, красивая машина. If you take reasonably good care of your car, it will last you a while. Если хорошо за ней ухаживать, то она прослужит продолжительное время. But eventually, no matter how you care for your car, it's going to start breaking. Но в конце концов, как бы хорошо не ухаживали за ней, она все равно начнет ломаться. And then at the end, you have to return it to the rental car agency. И потом, в конце концов, нужно будет ее вернуть в компанию, в аренду. The problem is we start to like our rental car. Но проблема в том, что мы привыкаем к этой машине, нам как бы, We то, что она у actually нас think it есть, belongs to us. и мы думаем, что она принадлежит нам, So что это наша машина. that's a big mistake, of course. Но это же большая ошибка, конечно. So a lot of our fear has to do with the fact that we are confused about the nature of our rental car. Многие наши страхи возникают из вот этой запутанности по поводу этой арендованной машины. So a practicing life means be clear about the reality of your life. Практика в жизни означает быть ясным относительно вот своей жизни. And that especially you won't get to keep this. Особенно, что вы не удержите это. My hope, my personal hope, and also my hope for all of you is that as your death approaches, you have a certain kind of mind. Я надеюсь,
только для себя, но и для всех вас, что когда будет приближение смерти, то у всех будет такое некое состояние ума. It's the mind that can say, you know, this is not my preference. Такое состояние ума, в котором как бы возможно будет сказать, ну да, мне вот это, конечно, не нравится. I'd like another 5 years. Хотелось бы еще лет 5. We can hold our likes and dislikes and our preferences, we can hold them lightly. We don't have to cling to them. Мы можем как бы удерживать наши, то, что нам нравится или не нравится, так легко, так сказать, да, не цепляясь за них. And among our strongest likes or preferences is our attachment to this body. Но среди всех наших привязанностей одной из самых сильных это наше тело. We express that attachment in all kinds of ways. Мы выражаем эту привязанность всеми различными способами. We decorate the body in various ways. Украшаем свое тело разными способами. We eat a certain kind of diet so we can live a little longer. Следуем разным диетам, чтобы могли побольше прожить. We see the doctor regularly. К доктору ходим регулярно. Or whatever you do. Ну, любое, да? Maybe you do Tai Chi Может быть, вы занимаетесь or тайцзюань Qigong или or some good цигун, exercise. или что-нибудь подобное хорошее. Maybe you can squeeze out another 2 or 3 years if you do all of those things. Может быть, вам удастся выжить, так сказать, 2 или 3 года дополнительных. But what's the point? Ну, в чем смысл? Why have a human body? Почему есть человеческое тело? That's a good question. Это очень хороший вопрос. Why alive? Zen Master Sun San sometimes said, Почему? why alive? Почему живой? Почему живое? He would say, why do you get up every day? Он обычно спрашивал, зачем вы просыпаетесь каждый день? Встаете Why do каждый- you eat breakfast every day? Зачем завтракаете каждый день? If we're clear about that, then our body's never a problem for us. Если вам это ясно, понятно, то ваше тело не будет для вас If we're проблемой. not clear about these questions, Если нет ясности относительно этих вопросов, then we're going to have a lot of fear то тогда, возможно, будет очень много and страха. uncertainty about our lives. Uncertainty about Да, life. и неопределенность относительно жизни. I probably didn't answer your question at all. Возможно, я не ответил на твой вопрос. Maybe I should ask it more clearly. Sure. Может быть, я по-другому его спрошу. You know, when it comes to death, like a physiological process, maybe it's okay for some people because it's death like itself. But you know, Может быть, когда касается дела такой физиологической смерти, для людей нормально, да, то есть нормальный процесс. but this is just what we can say, be scared of death. And you know, it you're so scared and cannot do anything. Just Может быть, это больше касается страха, когда человек, например, там напуган и ничего не может сделать. So when you're starting, just maybe you did something wrong, and but you look at your wings and you see them scary, and you're scared. How not to become scared? Может быть, вы как бы увидели эти свои крылья, они такие страшные, пугающие, вам стало страшно, вы испугались. Как вот не пугаться? How to just act in this moment when your whole body refuses to act? Как вот действовать в этот момент, когда ваше тело полностью отказывается что-либо делать? All of us will find out when that time comes. Каждый из нас поймет, что нужно делать, когда подойдет такое время. People wiser than me have always said that if you practice all of your life, your death will go a certain kind of way. Есть люди намного мудрее меня, всегда говорили, что если вы будете практиковать, то ваша смерть там будет проходить там But you can have this kind of mind that this is okay. Что у вас будет такое состояние ума, ну, как бы это нормально. I have a friend in the United States. She's actually a Dharma teacher in the Quantum School. У меня друг есть в Америке, она как учитель Дхармы. And she also works as a chaplain in a hospital with people who are dying.
И она работает священником в хосписах, где люди умирают. That's her job. Это ее работа. So last year she was visiting a very old woman who was about 3 weeks away from her death. Она как-то навещала женщину, которая осталась там недолго, может, 3 недели. And although my friend is a Buddhist practitioner and thinks of herself as a Buddhist, she never talks about Buddhism. И хотя вот, мой друг, она считает себя буддисткой, да, но она никогда не говорит, не упоминает никому, что она буддист. Her training is to simply respond to people just the way they are. Ее обучение состояло в том, чтобы она просто отвечала людям, ну, вот, так, как они есть, да, как Not try to teach them, без каких-либо попыток учить их, just help them. просто помогать. So as she was talking with this woman, she leaned forward and her necklace fell out of her shirt. И когда она разговаривала с женщиной, она наклонилась вперед, и у нее выпала цепочка. And at the bottom of her necklace was a very small statue of the Buddha, image of the Buddha. И на этой цепочке была такая очень маленькая статуя Будды. Usually she keeps it tucked away. Она Just like прячет, tourists. как вот примерно у нее. So this old woman saw this Buddha И эта женщина увидела Будду and she said, "What is that?" и спросила, что это такое. And my friend, a little reluctantly, said, "It's a statue of the Buddha." А моя подруга, ну так, немножко неохотно ответила, это статуя Будды. And this old woman said, "Are you a Buddhist?" Женщина спросила, такой буддистка? And my friend said, "Yes, I am." Подруга ответила, да. And the old woman said, "Well, tell me about Buddhism." Женщина попросила ее, расскажите мне о буддизме. So my friend told her a little bit about the basic teachings of Buddhism. Она ей, ну, как бы рассказала о таких основных поучениях. She said this old woman in her 80s burst into tears. Она сказала, что эта женщина уже как бы далеко за 80 просто разразилась слезами. And she said, this old woman said, "Why didn't anybody tell me this before?" И спросила, почему никто раньше мне об этом не сказал, не рассказал. Well, that's wonderful. Yeah? Ну, интересно, да? Even when we're dying, some good teaching can help people. Даже вот в момент смерти некоторые хорошие поучения могут помочь людям. Of course, my bias is that a lifetime of practice will help even more. Мое предубеждение, что практика на протяжении жизни, она даже больше поможет. But I could be wrong. Ну, могу ошибаться. It's never too late. Никогда не поздно. If we really want to know the truth, it's never too late. Если мы действительно хотим узнать истину, то никогда не поздно. Another question? Еще вопрос? Можно ли развить сострадание? Как это сделать? И только любопытство. Многие люди любопытны, но они не сострадательны. Is it possible to develop compassion? Is it curiosity is the only way? Because to my mind there are a lot of people who are curious, but they are not compassionate. You know, Knud's story is very interesting. История, которую рассказал Кнуд, в этом смысле интересна. Because compassion comes from looking at our own lives. Потому что сострадание возникает из взгляда на нашу собственную жизнь. Really being curious about how it is for us. Из любопытства о том, как это для нас, что это для нас означает. How does my mind function to make suffering, and how does it function to make happiness? Как мой ум работает, когда производит, так сказать, счастье, и наоборот. We can see that in ourselves. Мы это можем увидеть сами в себе. We all have that. У нас у всех это есть. So all we have to do is bring that curiosity to this one. Что нужно сделать, это принести это любопытство вот самому себе. How is it being this creature? Что это значит быть вот этим существом? When we do that, we actually see the source of compassion in ourselves. Когда мы это делаем, то мы в действительности видим источник сострадания в самих себе. And as Knud's story suggested, it's hard work for most of us.
И как история Кнуда предполагает, это в действительности такая нелегкая работа для всех нас. All of us are attracted to glittery, beautiful wings. Всем нравятся такие вот блестящие, красивые крылья. We love that part of ourselves. Нам нравится эта часть самих себя. But we don't love the other part so much. We don't actually want to see it. А другую часть мы не очень любим, не хотим даже смотреть на нее. But compassion will never appear unless we look into those aspects of ourselves that are difficult. А сострадание никогда не возникнет, если мы не смотрим на ту часть самого себя, которая такая трудная. There's an interesting story about this. It's a little long, so forgive me, but it came up when Knud was talking, and I think it's appropriate. Есть интересная история на эту тему, она немножко длинная, так что извините меня, связано, когда Кнуд рассказывал, его рассказ напомнил мне об этом. This story involves a Tibetan Buddhist teacher named Milarepa. Это история о тибетском учителе Миларепе. Milarepa, sometimes people say he was the most enlightened of all Tibetan Buddhist teachers. Миларепа, тибетцы его считают одним из самых просветленных учителей. This story takes place when he has not yet attained anything. А история произошла тогда, когда он еще вообще ничего не достиг. At this story, he's already been practicing for a number of years, and he's up on a mountainside in a cave doing solo practice. История произошла, когда он практиковал, а практиковал он такой в одиночке на горе. And he's been there quite a long time. И провел там довольно много времени. One day he needs to get firewood to cook his food, so he goes down into the forest at the bottom of the mountain. В один день ему нужно было насобирать хворост, чтобы развести огонь, и он спустился с горы. And he gathers wood and brings it back up to his cave. Собрал хворост, вернулся в свою пещеру. When he arrives at his cave, the cave is full of demons. Но когда он вернулся в пещеру, он увидел, что она заполнена демонами. And of course, these are not ordinary demons. Ну, конечно, можете представить, да, что это не были такие обычные демоны. They're Tibetan demons. Тибетские. So you can see them upstairs, probably. Возможно, там наверху их видели. You know, they have big bulging eyes. У них такие большие глаза. And fangs, you know, teeth that are dripping blood. Зубы, из которых кровь капает. And huge bellies. Большие животы. And claws. Когти. And their hair is on fire. Такая, волосы как бы пышут огнем. And they smell really bad. Пахнут очень плохо. And their breath is awful. А дыхание ужасно. So they're pretty nasty. Такие действительно, да, So, неприятные. Milarepa's karma, his basic karma, was centered around anger. Карма Миларепы, она была вот сконцентрирована вокруг гнева. If you know the stories about Milarepa, he had a very difficult childhood, and when he was a young man, he hurt many people. Может быть, вы слышали о нем историю, что когда он был ребенком, да, то он очень много вреда приносил. He could not control his anger. Потому что не мог контролировать свой гнев. So when he sees the demons in his cave, his karma comes up very strongly. Когда он увидел этих демонов в своей пещере, его карма всплыла так очень And he ясно. takes the firewood and throws it into the cave at the demons to try to chase them out. Он схватил хворост, начал бросать его в пещеру, пытаясь выгнать. But of course, they're demons. Ну, они это демоны, да? The firewood just goes right through. Понимаете, что хворост так проскакивал через них. And they don't move, they're sitting there. Они не двигались, просто сидели там. So, wow, he's really stuck. He used his karma, and it did not help with his demons. То есть он действительно как бы попал в такое затруднение, все сделать возможно пытался, но ничего не мог. Most of us probably know what I'm talking about here. Возможно, большинство представляет, да, We also примерно, are like this. о чем я говорю. Мы все как бы, примерно в таких ситуациях бываем. These are the dark black wings that Knud was talking about. Это вот эти большие черные крылья, о которых Кнуд говорил. So Milarepa, you know, he doesn't quite know what to do at this point. He's really stuck. Миларепа не знал, что делать. То есть он And he's thinking действительно about what he can do. думал, что можно сделать. Thinking. Думал.
And then this idea appears. И у него появилась идея. He says, I'll teach them about Buddhism. Я дам поучение о буддизме. Yeah. So he'd been practicing Buddhism a long time. Так он уже давно практиковал. So he taught them all about the Four Noble Truths. Он рассказал им о 4 благородных истинах, And the Eightfold Path. о 8-личном пути, And the 3 marks of existence. о 3 знаках существования, And the 3 poisons. 3 ядах. And I could go on for a long time because Buddhism is full of this kind of stuff. Я могу долго продолжать, потому что в буддизме очень много таких And вещей. so he taught them everything he knew. Он рассказал им все, что знал. And of course, his demons did not move. Ну, конечно же, демоны эти не двинулись с места. This is actually a really important point because many people like to read about Buddhism and learn about Buddhism. Это очень важный момент, потому что многие люди любят читать, узнавать что-то о буддизме. I have this kind of karma, У меня такая же карма. but it actually doesn't help our lives at all. В действительности это не помогает нисколько в нашей The жизни. universities are full of experts on Buddhism. В университетах полно экспертов по теме буддизма. And their lives are full of suffering, full of demons. Их жизни полны страданий, полны демонов, так сказать. One time, the great Chinese Zen master Lin Shi, Однажды великий китайский дзен-мастер Лин Цзи, one time he was visited by a government official. однажды его посещал такой чиновник. This official was going around from temple to temple, learning about each of the temples. Он навещал храм за храмом, пытаясь узнать, что там. This was his job. Это была его работа такая. So he comes to Lin Shi's temple. Lin Shi is a great Zen master. И он пришел в храм Лин Цзи, а Лин Цзи был очень известным великим мастером. And he says to Lin Shi, "Oh, you're a great Zen master. You must teach your monks meditation practice." Ты, я знаю, очень великий мастер, ты должен учить своих монахов практике медитации. And Lin Shi said, "You know, I tried that once, but they're so lazy, I gave up." А Лин Цзи ответил, ты знаешь, я это самое пытался уже, но они такие ленивые, что я бросил это дело. So the government official was a little confused. Чиновник немного так смутился. And he says, "Oh, so you must. This must be a chanting temple. You do a lot of chanting and a lot of ceremonies at your temple." Он говорит, я понял, тогда, наверное, здесь такой монастырь, где очень много песнопений, да, уделяют внимание песнопениям. And then she says, "No, no, my monks. Most of them are tone deaf. They can't hear music. They can't chant." Лин Цзи сказал, нет, большинство моих монахов, они как бы тугие на ухо, да, то есть они вообще не понимают, не могут петь. So the government official. Когда чиновник спросил, а что вы здесь делаете со своими монахами? And then she says, "Oh, I just turn them into Buddhas and Bodhisattvas." А Лин Цзи ответил, я просто их обращаю в Будды, Бодхисаттв. And the government official, he's actually a very wise man. А чиновник был действительно таким очень мудрым человеком. He says, "Gold dust is precious, but if it gets in the eye, it causes blindness." И он сказал ему такую фразу, что пылинка золота ценная вещь, но если она попадает в глаз, она может сделать человека слепым. So this is a very useful point. You know, the teachings of Buddhism are like gold dust. They're valuable. Это очень важный момент. То есть буддийские поучения это как такая песчинка, золотая песчинка. Они, But if they get in your eye, но you если go она blind. попадет в глаз, то вы можете ослепнуть. If you cling to them, you go blind. Если вы будете привязаны к ним, имеется в виду, то можно ослепнуть. This is what Milarepa discovered, Это то, что обнаружил Миларепа. because all of his good teaching did not move the demons out of his cave. Потому что все его хорошие поучения ни насколько не двинули демонов из его пещеры. So now he's really stuck, То есть он в замешательстве, не понимает, что делать. and his thinking stops, actually. He's tried, all of his thinking did not help. Его мышление останавливается, то есть он не понимает, что нужно The предпринять. story doesn't exactly say, but my feeling about the story is that he experienced don't know mind. В этой истории не говорится об этом, но мое как бы предположение, чувство такое, что он испытал нечто подобное состоянию ума, не знаю. Don't know mind is the mind before thinking.
ум в состоянии «не знаю» — это ум до мышления. And when you have don't know mind, your mind connects with the entire universe. Если вы обладаете таким умом, то ваш ум как бы становится одним со Вселенной. You become one with the universe. Вы становитесь единым со Вселенной. That means the universe can support you in your life. И это означает, что Вселенная может поддерживать вас и вашу жизнь. So although the story doesn't say, I believe that Milarepa had this experience. История не говорит, но я как бы думаю, что у Миларепы был такой некий опыт. Because then he said something very interesting. Потому что потом он сказал нечто очень интересное. He said to the demons, what do you have to teach me? Потому что он сказал, обратился с вопросом к демонам. А что у вас есть такого, чему бы вы могли научить меня? And all the demons disappeared, И все демоны исчезли, except for one. кроме одного. And this, of course, was the biggest, nastiest, ugliest of all the demons. И это, конечно же, был такой самый неприятный, самый большой такой из них. So, you know, it's useful to look at the dark parts of ourselves. Вы знаете, это очень полезно смотреть на темные стороны самого себя. To look at the wings that are not so wonderful. Смотреть на крылья, которые, может быть, не очень красивые. We can learn from that. Мы можем учиться. When we do that, we actually begin to realize that we are not separate from other human beings. Но когда мы это делаем, мы в действительности понимаем, что мы не отделены от всех других существ. And it's that insight that is actually the real basis of compassion. И такое озарение, это в действительности основа сострадания. So here's Milarepa up on his mountain looking at this one demon. Итак, Миларепа в своей пещере на горе смотрит на этого одного демона. And again he sits down and has this don't know mind. И снова он садится и переживает это состояние ума «не знаю». And again something appears. И снова нечто появляется у него. So he gets up and he walks into the cave. Он встает и walks into the cave, и заходит в пещеру. And he walks right up to the demon. Подходит прямо к этому демону. You know, this demon has got a huge mouth, it's wide open. У этого демона такой огромный рот, он дикий такой весь. And he comes close to the demon and he puts his head right in the demon's mouth. Он подходит прямо к нему и кладет ему голову прямо в этот рот. Like that. And that's where the story ends. И на этом история заканчивается. Pretty cool. Крутая история, да? Yeah, that's the work of becoming a real human being. Это вот работа такого становления, действительного становления человека. All of us have something in ourselves that we are terrified to look at. У всех у нас есть нечто внутри, на что нам неприятно, на что мы с ужасом, может быть, смотрим. Just like all of us are terrified to sit in this front seat. Например, многим неприятно, многие боятся сесть на вот это место впереди. If we want to grow up as human beings, we need to put our head in that demon's mouth. Но если мы хотим вырасти как люди, как человек, то мы должны быть способны положить свою голову в рот этому демону. That's what love requires of us. Это то, что от нас требует любовь. If we want to truly help human beings, we need to know that part of ourselves, because all of us have that. Если мы действительно хотим помочь человечеству, то нам нужно знать эту часть самих себя. So this is great love. Это подлинная, великая любовь. And the source of great compassion. И источник великого сострадания. And really that's why we practice. И в действительности мы именно поэтому практикуем. So Zen Master Sung San used to ask this question, why did you wake up today? Дзен-мастер Сунь-сан задавал часто такой вопрос: почему ты сегодня проснулся? Зачем Why ты did you встал? eat breakfast? Зачем завтракал?
And if you could squeeze out these words for you, И если вы смогли выдавить из себя такую фразу для вас, he was always very happy. он был обычно очень счастлив. Even if you didn't believe it. Даже если вы в этом не верили. Or maybe you only believed it 10%. Даже если вы на это 10% как бы были в этом уверены. Because that's our direction. Потому что For you. в этом For you. наше направление. For you. Для тебя, для тебя, для тебя. We can live our lives that way. Мы можем жить жизнь именно таким образом. And when we really do it, that for you also includes us. И когда мы это действительно делаем, то для тебя это также включает и самих себя. Because we are not separate from one another. Потому что мы не отделены друг от друга. I help Sergey, Sergey helps me. Я помогаю Сергею, Сергей помогает мне. We do it together. Мы делаем это вместе. In the Lotus Sutra it says, only a Buddha and a Buddha can attain enlightenment. В Лотосовой сутре говорится, что только Будда и Будда могут достичь просветления. That means we do it together. Это означает, что мы делаем это вместе. We have to have a sangha, we have to have a practicing community to do it. Нужно, чтобы у нас была санка, чтобы было такое сообщество практикующих, чтобы заниматься We этим. cannot do it by ourselves. Не можем мы делать это самостоятельно. So I hope all of us will come and practice regularly. Надеюсь, что все будут регулярно приходить на практику. Knut and I will see many of you at the retreat on the weekend. Кнуд и я со многими встретимся на выходных во время ретрита. But even if your life does not permit you to go on retreat, come and practice at the Zen Center. Но даже если не жизненные там условия, обстоятельства не позволят вам побывать на ретрите, то приходите в центр, практикуйте. This place exists only for one reason, Это место существует только по одной причине. which is to help you practice. Помочь вам практиковать. If we could do this on our own, we would not need Zen centers. Если бы мы могли заниматься этим поодиночке, то дзен-центр не нужен был бы. But we need Zen centers. That's how it is for us, human beings. Но дзен-центр нужен нам, так это выглядит для нас, людей. So I hope all of you will make an effort to practice here. Надеюсь, что каждый приложит некое усилие, чтобы практиковать здесь. And use that energy to help this world. И будет использовать эту энергию для помощи миру. Thanks very much. Спасибо.